Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Какое УЗО лучше, электронное или механическое? И как отличить электронное УЗО от электромеханического? Сейчас все узнаем. В чем же различие между электронным и электромеханическим УЗО? Главное различие заключается в принципе работы. Электромеханическое УЗО устроено так. Когда рычажок УЗО включен, через него проходит электрический ток. Этот ток выходит с фазы УЗО и дальше следует через какую-нибудь нагрузку, то есть через какой-то электроприбор, и по нулевому проводу возвращается на ноль. И фазный провод, и нулевой проходят сквозь специальное кольцо магнитопровода наподобие того, как в обычном трансформаторе. В результате переменный ток, проходящий через фазу, наводит напряжение на вторичной обмотке магнитопровода. Одновременно с этим через магнитопровод проходит и нулевой провод УЗО. Ток через него имеет противоположное направление току фазы и абсолютно равен ему по величине. Этот ток тоже наводит на вторичной обмотке напряжение, но оно противоположно по своей полярности напряжению, наведенному током фазы. В итоге, если токи по фазному и нулевому проводу равны по величине и противоположны по направлению, то и на вторичной обмотке образуются два напряжения, которые равны по величине и противоположны по направлению. Складываясь вместе, эти два напряжения в итоге дают ноль, и УЗО продолжает работать. Картина кардинально меняется, если электроприбор, подключенный к этому УЗО, имеет повреждение изоляции, и часть тока с фазы уходит на Землю. А значит, на ноль возвращается меньше, чем вышло с фазы, ведь часть тока ушла на Землю. В результате напряжения, которые наводят на вторичной обмотке ток фазы и ток нуля, не равны друг другу. Значит, складываясь, они не обнулятся, а будет какое-то напряжение, которое разблокирует механизм расцепителя и отключит УЗО. Неисправный электроприбор будет отсечен от напряжения. УЗО настроено так, что разницы в 30 мА между током фазы и током нуля будет достаточно для разблокировки защелки, удерживающей силовые контакты УЗО включенными. Рассмотрим электронное УЗО. Если включить электронное УЗО, то через него пойдет ток к подключенному электроприбору. В исправном электроприборе ток, идущий по фазному проводу, равен по величине току, идущему по нулевому проводу, но эти токи направлены в противоположные стороны. Нулевой и фазный провод проходят сквозь сферомагнитное кольцо. Каждый из этих проводов является как бы единственным витком первичной обмотки трансформатора. На это ферромагнитное кольцо намотана еще одна обмотка трансформатора, вторичная, ток фазы и ток нуля, проходят через ферромагнитное кольцо, наводят на вторичной обмотке напряжение. Но так как эти токи между собой равны и имеют противоположное направление, то и суммарное напряжение на вторичной обмотке получается равным нулю. Оно будет не равно нулю, только если ток фазного провода не равен току нулевого провода. А это может случиться только, если электроприбор, подключенный к этому УЗО, имеет утечку фазного тока на Землю, и не весь ток фазы возвращается обратно на ноль. Напряжение вторичной обмотки поступает на электронный усилитель, который и отключит УЗО, если разница между током фазы и током нуля превышает 30 мА. Электронный усилитель получает питание для своей работы от напряжения сети с контакта в УЗО. И этот факт нужно обязательно запомнить. Какое УЗО лучше, электронное или механическое? Или точнее сказать, электромеханическое? Давайте сравнивать параметры. Первый параметр
энергонезависимость. Электромеханическое УЗО, как и электромеханический дифавтомат, работают абсолютно автономно. То есть для расцепления контактов используется энергия тока утечки. Если в доме, например, отгорит ноль, а фаза останется, то электромеханическое УЗО все равно сработает при утечке тока на неисправном электроприборе. Электронное УЗО зависит от наличия полноценного напряжения питания. Внутри него есть усилитель, которому обязательно нужно собственное питание 220 вольт. Если в щитке, к примеру, отгорит ноль, усилитель электронного УЗО не будет работать. В этом случае УЗО не сможет отключиться, и человек, коснувшийся фазы, окажется под напряжением. Значит, электромеханическое УЗО по этому параметру лучше. К тому же, электронное УЗО зачастую боится неправильного подключения, а электромеханическое нет. Второй параметр – цена. Электронное УЗО, как правило, дешевле, чем электромеханическое. Третий параметр – габариты. Электромеханическое УЗО занимает два полюса, то есть как два одинарных автомата, а электронное УЗО может занимать и один модуль, а значит более компактное. Следующий параметр – устойчивость к помехам. Электромеханическое УЗО меньше подвержено влиянию помех и скачков напряжения, а электронное УЗО более чувствительно к скачкам напряжения. Как отличить электронное УЗО от электромеханического? Во-первых, по схеме на корпусе. Как видно, в электромеханическом УЗО отсутствует усилитель. Сигнал трансформатора тока воздействует прямо на рассыпитель. На электронном сигнальные линии от трансформатора идут к треугольнику усилителя, к которому подведены провода питания от сети, фаза и ноль. Во-вторых, отличить электронное от электромеханического УЗО можно при помощи теста с батарейкой. Если ко включенному УЗО присоединить батарейку одним полюсом на вход фазы, а другим на выход фазы, то электромеханическое УЗО мгновенно отключится, а электронное нет. Вывод. С точки зрения выполнения своей главной функции – защиты человека от удара током, лучше применять в квартирах и частных домах электромеханическое УЗО, потому что оно дает более высокий уровень защиты даже при обрыве нуля или скачках напряжения, несмотря на его большую стоимость и габариты. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока.